Глава 101. Проблемы из-за богатых. Хань Ли отправился в юго-восточном направлении от его родного города и устремился прямо к провинции Лан. По пути он встречался с другими путешественниками, но когда они приехали на шумные городские улицы, Хань Ли покинул свою компанию, чтобы срезать путь на тот, который пролегал через безлюдную пустыню. Он не встретил опасность даже в середине пути. В самом деле, произошло только одно немного опасное происшествие, с которым он столкнулся, когда встретился с людьми из банды одичавшего волка во время пребывания в каком-то отдаленном регионе обширной пустыни. Хотя волки и охотились на Хань Ли, они сами стали его ужином. Хань Ли прошел через две другие провинции, прежде чем, наконец, прибыл в провинцию Лан. В тот момент, когда он вошел в провинцию Лан, он был поражен количеством водных каналов, он увидел, что они расползались от одного конца до другого и были доступны со всех сторон. Ведь он приехал из региона, где была в основном горная пустыня. Здесь не так много мест, чтобы увидеть небольшие озера, не говоря уже о больших озерах и каналах. Что касается питьевой воды, как правило, ее получали из колодцев и небольших речушек. Таким образом, Хань Ли был крайне заинтересован в лодках и кораблях, которые плыли по каналам. В конце концов, из-за своего любопытства и навязчивости, он потратил немного денег и взял на прокат небольшую лодку, смакуя вкус его парусного опыта. Через 10 дней приятного плавания Хань Ли прибыл в город Цзяюань, который был упомянут в завещании доктора Мо, и отправился в ничем не примечательный дом. Первым впечатлением о доме у Хань Ли была его дряхлость. Дом был полностью построен из простых деревянных панелей. Место было не только узким и сырым, но гнилые корзины и сломанные вещи были также разбросаны, что делало дом несравнимо грязным. Стоя на двух бамбуковых досках стояло несколько десятков мужчин с обнаженной грудью, которые носили только шорты и испускали сильный запах от крепких тел. В настоящее время все эти крепкие мужчины, не мигая, глядели на него и кривую душу. Но их взгляд также был задорным. Хань Ли удивился на мгновение, но он тут же едва заметно усмехнулся. Перед высадкой из своей маленькой лодки и спуском к пристани, лодочник горячо напомнила ему, что внутри города Цзяюань на пирсе было неписаное правило: независимо от количества груза, который пассажир принес, ему нужно нанять грузчика от пристани для помощи. Если нет, то пассажиру придется столкнуться с негативными, недобрыми последствиями от банд гавани и может даже быть избитым. Так как это был первый раз, когда Хань Ли оказался здесь, он не имел намерения нарушить обычаи, он честно спросил: «Мне нужно нанять носильщика. Есть ли свободный?» Сунь Эрго изменил свой взгляд. Теперь он уже мог сказать, что юноша, который только что прибыл на лодке, был молодым хозяином из богатого клана. Не только это, но и гигантский человек, скорее всего, был его телохранителем. Такие пары нередко можно было увидеть в течение года, когда молодые мастера из богатых кланов приезжали в город Цзяюань. Эти молодые мастера часто были здесь, чтобы расширить свой кругозор и потратить свои деньги, прежде чем вернуться и похвастаться. Таким образом, существует не так много поводов для беспокойства. Но эти типы людей, которые любили выглядеть внушительно, они были отличной мишенью. Пока им говоришь сладкие слова, чтобы польстить им, эти деревенщины готовы закидать тебя деньгами. В результате, они были хорошим источником бизнеса для здешних лавочников. Однако на сей раз это не было очередью банды 4-го уровня. По предварительному сговору с Черным Медведем, обе банды будут по очереди делать бизнес с доверчивых туристов, и никто не потерпит воровство клиентов. Что касается суммы денег, это зависело от их везения. Накануне они заключили сделку, что сегодня очередь банды Черного Медведя. Размышляя об этом, Сунь Эрго взглянул в сторону, только чтобы увидеть мужчин Черного Медведя, разговаривавших вполголоса. Вскоре после этого мужчина восторженно побежал в сторону молодого человека. «Конечно. Это невозможно, чтобы вы несли мои вещи в одиночку. Позовите еще одного человека». Хань Ли повелел, он смотрел на этого крепыша, взглянул на большое количество багажа и на кривую душу, и слегка покачал головой. «Молодой господин, я достаточно силен, чтобы нести такой маленький мешок одной рукой. Нет необходимости искать других». Сильный человек не был готов разделить свою прибыль с другими грузчиками. Мало того, он был уверен, что не было никакого способа для него нести багаж, если он хочет оказаться засыпанным камнями.
После того, как он закончил говорить, мускулистый мужчина пошел к кривой душе с намерением вырвать багаж. Хань Ли вздохнул. Внутри сумки там было около 2000 лянов серебра, а также много других предметов. Общий вес был невозможен для простых людей. Но видя, каким страстным был мускулистый мужчина, Хань Ли мог только беспомощно просигналить кривой душе отдать багаж в руки мускулистого мужчины, прежде чем он попытается вырвать его. Как и ожидалось, после того, как багаж был в руках мускулистого человека, его облик претерпел радикальные изменения. Он расходовал свою энергию и мог пройти только несколько шагов до истощения. Стыдно, но мужчина должен сложить багаж и в итоге позвать еще одного человека для помощи. Хань Ли наконец кивнул головой в удовлетворение, увидев, что двое из них были в состоянии нести багаж. Он быстро вышел из порта, идя по пути, который вел к городу. Не то чтобы Хань Ли не хватало знаний о том, как функционирует мир. Его опыт в Цзянху был ограничен, но он мог ощущать пару жадных глаз, смотрящих на него. Они не знали, что пригласили беду такого масштаба, что не смогут справиться. Видя, что молодой человек уходит дальше и дальше, Сунь Эрго убрал свой алчный взгляд. Он подавил радость в своем сердце и столкнулся взглядом с глазами черного медведя, который был на противоположной скамье. Оба они знали, что в багаже, скорее всего, огромное богатство. Как и ожидалось, черный медведь также был наполнен радостью. Он чуть замешкался перед тем, как посмотреть на Сунь Эрго, кто интуитивно подошел к соседней стороне. Видя этот огромный источник богатства, даже если бы черный медведь убил отца Сунь Эрго и украл его жену, он был бы также готов отложить в сторону все обиды и работать вместе. Ведь люди умирают за богатство, а птицы умирают на продовольствие. 50/50. Сунь Эрго сказал тихим голосом. 30/70. Это была изначально наша добыча, прямо опроверг черный медведь. 40/60, и я не могу опустить. Твоих объяснений недостаточно, чтобы заставить меня сдаться, Сунь Эрго сказал, лукавя, попав не в бровь, а в глаз. Это черный медведь замешкался. Естественно, он хотел максимизировать свою прибыль. Ты можешь взять время, чтобы подумать, но я боюсь, что люди из другой банды уже имеют свои виды на этого жирного барана, Сунь Эрго холодно фыркнул. Хорошо, мы сделаем это на твоих условиях. Давайте пожмем руки, чтобы запечатать сделку. Черный медведь был явно взволнованный словами Сунь Эрго, но он быстро согласился на предложение. Сунь Эрго и черный медведь плюнули на свои ладони и ударили ими 3 раза, заключая временный союз. «Давай, быстрей, нам нужно догнать его, пока он не исчезнет в людных местах», Сунь Эрго поспешно воскликнул. «Хе-хе. Не волнуйся, я уже поручил 2, которых он нанял в качестве носильщиков, чтобы они провели его в подворотню. Давайте поспешим туда, чтобы их перехватить», считая себя довольно хитрым, черный медведь рассмеялся. «Отлично. Какой хитрый план, мой старший брат». Выражение лица Сунь Эрго стало радостным, но внутри его сердце содрогнулось. Он молча напомнил себе увеличить свою охрану, когда имеешь дело с черным медведем. Глава 102. Убийство по прибытии. Всего в нескольких шагах от причала 2 носильщиков Хань Ли встали перед ним и повели его в трактир. Он планировал сначала отдохнуть, а потом думать о других своих делах. Эти 2 мужчин не теряли времени и повели Хань Ли в город. По дороге они повернули 7 раз и изменили маршрут 8 раз. После они шли какое-то время, он не видел ни малейшего следа трактира. Хотя Хань Ли продолжал следовать за 2 носильщиками, он увидел, что с каждым перекрестком окрестности становились все более пустынными. Он сморщил лоб. Хотя бы он и не поселился в большом городе, он все равно знал, что трактир не может быть построен в таком уединенном месте. Кто из клиентов придет сюда? Таким образом, когда они оказались в грязном, темном переулке, Хань Ли горько усмехнулся. Он чувствовал, что ему следует немедленно задержать и пытать их, чтобы рассказать ему то, что они планировали сделать. Пока Хань Ли думал, как действовать, 10 крупных мужчин неожиданно появились там, дальше в переулке. Эти люди, казалось, были ему немного знакомы. В самом деле, он их уже видел в порту. Эти люди были с различными железными дубинами и кинжалами. В этот момент они смотрели на Хань Ли со злым умыслом.
Кроме того, эти двое носильщиков, которые несли багаж Ханьли, вдруг бросились в толпу и повернули головы, зловеще улыбаясь Ханьли. Ханьли вздохнул. Казалось, ему больше не нужно их допрашивать, потому что он понял их план. Он не ожидал, что как только он ступит в родной город доктора Мо, он наткнется на дешевый заговор его убийства за деньги. «Мальчик, не вини наших жестоких сердец. Тебе следует винить того, кто дал столько серебра». Грубый голос раздался позади него. Ханьли повернулся, чтобы посмотреть, и обнаружил 7-8 мужчин, появившихся позади него. Их вели двое мужчин. Один из них был рослый и дородный, и имел черную кожу, а у другого были крысиные глазки. Это были Черный медведь и Сунь Эрго. Это не был первый раз, когда эти двое делали теневого бизнеса в заговоре, чтобы убить и украсть. Они ясно понимали, что до тех пор, пока работа выполнена аккуратно и без свидетелей, власти не будут обращать на это внимание. Ведь даже если кто-либо сообщит о пропавшем иностранце, количество людей, которые ездили в город каждый год, слишком велико. Нельзя было расходовать большое количество усилий, чтобы искать каждого из них. Именно поэтому, после того, как Черный медведь закончил говорить, он, не задумываясь, просигналил нескольким мужчинам. Эти люди размахивали своим смертоносным оружием и быстро окружили Ханьли и Кривую душу. Видя эти большие кровожадных мужчин, Ханьли не мог сдержаться от желания убивать. Он знал, что эти люди совершали такие преступления более чем один раз, убить их всех. Немедля. Ханьли хладнокровно приказал Кривой душе. Услышав Ханьли, Кривая душа испустила рев со следом волнения. Он вдруг бросился прямо на толпу. Ху! Гигант нанес удар так быстро, как молния, ударяя головой о большого человека. Так что крепыш стал похож на мешок с песком, летящий криво в каменную стену. Его кровь и мозги брызнули по земле, и только половина осталась в голове. В это время один человек, державший в руках кинжал, а в другой железную дубину, воспользовался этой возможностью, чтобы напасть на Кривую душу. Кривая душа не повернул головы. Вместо этого он махнул рукой позади шеи, сделав примерно полукруг. Пен. Пара оружия взлетела в воздух вместе с руками, держащими их. Свежая кровь капала вниз между большими и указательными пальцами. Кривая душа сразу встал на одну ногу и охватил другую ногу позади него как серпом, так быстро, как ветер. Нападавшие были сразу же ударены ногой в живот и отлетели подальше. Они упали на землю, не шевелясь. Когда другие видели эти события, они сделали глоток холодного воздуха. Страх промелькнул на лицах мужчин, окружающих их. Они стали несколько неуверены в атаке. Хотя они подняли руки, Кривая душа сломал их без стеснения, круша черепа двух мужчин, которые были рядом. Без команды Ханьли он не прекратит свои действия самостоятельно. Положение Сунь Эрго и Черного медведя было очень незавидно. Было совершенно ясно, что они ошиблись, и рядовой телохранитель был действительно несравненный эксперт. Убей этого человека. Каждому человеку, который будет участвовать в этом, воздастся 20 лянов серебра. У Сунь Эрго было неясное предчувствие в его голове, и он поспешно разослал несколько экспертов, обещая великую награду. Как только мужчины рядом с Черным медведем и Сунь Эрго услышали это, их лица выразили радость. Эти мелкие бойцы знали только некоторые базовые навыки бокса и, естественно, не могли выступать против Кривой души. Разница между ними была, как расстояние между небом и землей. Они просто верили, что их соперник был немного сильнее их и немного более опытный. Таким образом, они не боялись. Теперь, искушенные большой наградой, они нападали на Кривую душу один за другим. После слов Черного медведя лицо Сунь Эрго дернулось, но потом сразу стало спокойным. Не говоря ни слова, он посмотрел на Ханьли. В настоящее время Черный медведь постоянно жаловался. Он и Сунь Эрго были разными. Ему удалось подняться на свое нынешнее положение, потому что он мог полагаться на свою силу и оружие. Именно поэтому, в дополнение к хорошей комплекции и исключительному зрению, он мог войти в ряды 3-го ранга боевых искусств. В результате, когда он увидел бой Кривой души, его сердце подпрыгнуло, как копье. Когда его сердце, наконец, упало на землю, он видел, что мастерство Кривой души было громадным. Даже если два лидера банды вступят в драку, их шансы на успех будут невысокими, со своими слабыми подчиненными они были похожи на котят и щенков.
Однако он не смел бежать, потому что этот большой человек явно не прилагал всю свою силу. Если кривая душа увидит попытку побега, черный медведь боялся, что он умрет быстрой смертью. Для того, чтобы выжить, казалось, нужно атаковать деревенского юношу, чей статус был гораздо больше, чем большого человека. Только угрожая этому человеку в заложниках, черный медведь, возможно, спасется от смерти. Что касается серебра, он не осмелится попросить. С таким свирепым телохранителем молодой хозяин, возможно, был сыном какого-нибудь состоятельного провинциального лорда. Он явно сын какой-нибудь влиятельной семьи и переоделся на прогулку. Сегодня черный медведь сможет избежать смерти. Черный медведь думал об этом и решил воспользоваться его подчиненными. После того, как он посигналил Сунь-Эрго взглядом, он, крадучись, подошел к месту действия. Глава 103. Подчинение. За спиной Хань Ли стоял черный медведь рядом со сражающейся толпой. Хотя черный медведь старался изо всех сил идти тише, но как это можно было скрыть от Хань Ли, так как расстояние между черным медведем и Хань Ли сократилось до нескольких шагов, черный медведь побежал, двигаясь исступленно, как демон. Хань Ли слегка сместил тело и повернулся прямо лицом к лицу черного медведя с улыбкой на лице. Черный медведь был так потрясен его догадкой, но он больше не мог остановиться. Беспомощный, он мог только рычать, он протянул свои черные волосатые руки, безжалостно хватая Хань Ли. Он считал, что Хань Ли был просто кем-то без особого боевого опыта и должен был быть в шоке от его демонического нападения. Увидев черного, грузного человека, бездумно поднявшего руку на него, выражение Хань Ли вдруг изменилось. Его тело замелькало и исчезло прямо на глазах черного медведя. Рев черного медведя застрял в горле, когда он быстро остановился, планируя сбежать. Внезапно он почувствовал, как меч сиял ярким светом, как снег, соприкасаясь с горлом, прежде чем он снова исчез. Черный медведь быстро накрыл кровоточащую рану руками и попытался заговорить. Однако было слышно лишь невнятное мычание, прежде чем его тело упало на землю. Цвет лица Сунь-Эрго стал воскового желтого цвета. Он был свидетелем движения молодого человека, как призрак, он появился позади черного медведя, вернулся и легко перерезал горло медведю гибким мечом. Потом юноша достал белую тряпку и вытер кровь со своего меча. Молодой человек поднял голову и улыбнулся Сунь-Эрго, как если бы он чувствовал взгляд того на себе. Как будто он увидел ядовитую змею, Сунь-Эрго быстро отвел взгляд. Его давний враг, черный медведь, только что умер, но он не чувствовал ни намека на радость или волнение. Наоборот, он чувствовал печаль и скорбь, как человек в беде. Теперь он был полностью в сознании, и он хорошо знал, что этот молодой человек был не курдючной овцой, а королем Ян из ада. У Сунь-Эрго был слабый след надежды на то, что его подчиненные сумели победить гигантского телохранителя Хань Ли. Если бы это было так, у него был бы шанс на выживание, что позволит ему вести переговоры с молодым человеком и сохранить его ничтожную жизнь. Но как только Сунь-Эрго увидел ситуацию, которая сложилась с гигантским телохранителем молодого человека, он стал онемевшим, как деревянная курица. Не хватало сил, чтобы пошевелить даже одним мускулом, более 20 дюжих мужчин лежали на земле, истекая кровью. Гигантский телохранитель холодно взглянул в направлении Сунь-Эрго. Хотя мантия скрывала особенности великана, Сунь-Эрго чувствовал звериную, кровавую ауру, исходящую от крупного человека, в результате чего его восковое желтое лицо стало бледным. Хань Ли наблюдал за изменением выражения лица Сунь-Эрго и его движений. На основе увиденного Хань Ли определил, что этот человек не знал боевых искусств. Глядя на выражающее ужас лицо Сунь-Эрго, Хань Ли побрезговал лично иметь дело с Сунь-Эрго. «Кривая душа, убей его!» — повелел Хань Ли. «Нет. Пожалуйста. Я сдаюсь, я готов отдать все мое состояние молодому господину. Я готов работать как раб, и я знаю все новости, плавающие вокруг города Цзяюань. Я могу быть хорошей собачкой для молодого господина». Сунь-Эрго ушел шаг за шагом в сторону большого человека, которого он рассматривал как демона. Моля о пощаде, он в панике заковылял по земле. «Ай!» Хань Ли изначально хотел проигнорировать слова Сунь-Эрго, но как только он услышал, что Сунь-Эрго узнал все новости о городе Цзяюань, его сердце преисполнилось радости.
«Опусти руки», он повелел кривой душе, который собирался выкрутить шею Сунь Эрго. Хань Ли прошел вперед, останавливаясь прямо перед Сунь Эрго. «Ты очень хорошо знаком с Юя с города Юань». Хань Ли улыбнулся, когда он спросил, проявляя добродушие. Раньше Сунь Эрго видел только безжалостные стороны Хань Ли, так как он смел быть медленным, чтобы ответить. Сразу же его голос дрожал, и он закричал: очень знаком, очень знаком. Я вырос здесь, так что я знаю все, что происходит здесь, как если бы город был на моей руке. Теперь он словно держался за спасительную соломинку, он не мог сдержаться, чтобы не сказать это так эмоционально, так, чтобы Хань Ли почувствовал, что он все еще был полезен. Хань Ли потер свой нос, вытягивая бутылку из кармана. Он вынул белый лонган размером с бутылку лекарства и протянул его Сунь Эрго. «Ты съешь это или ты умрешь», Хань Ли сказал ему в простой и прямой форме. Рука Сунь Эрго сильно колебалась перед тем, как принять лекарство. Он колебался, глядя на белую таблеточку, и уткнулся глазами в руки, чтобы не встретить холодный взгляд Хань Ли. Он покашлял несколько раз, теперь у него нет выбора, кроме как глотать таблетки. «Хорошо, я могу доверять тебе сейчас». Довольный Хань Ли кивнул головой. Имя этой таблетки — гнилое сердце, и я лично состряпал ее. Каждый месяц ты должен принимать противоядие, иначе твои внутренние органы будут гнить, приближая тебя к смерти. Я верю, что ты умный человек и будешь служить мне в меру своих способностей, Хань Ли холодно и грозно заявил. Сунь Эрго уже был готов, но, услышав про эффект таблетки, он не мог сдержаться и жалобно заплакал, находясь в крайне подавленном состоянии. «Расслабьтесь. Как только ты поможешь мне разобраться с тем, что мне нужно сделать в городе Цзяюань, я нейтрализую яд и верну тебе свободу. На основе твоих боевых навыков я не могу использовать тебя с пользой в другом месте». Хань Ли использовал и кнут, и пряник, давая Сунь Эрго уверенность, что когда он завершит свою задачу, будет еще какая-то надежда, что он станет свободным. Действительно, молодой хозяин. Выражение Сунь Эрго слегка задрожало при этом известии. «Возьми это серебро и приберись здесь. Я не хочу распространяться по этому поводу, ты понимаешь». Хань Ли повелел и бросил мешок серебра на него. Поймав мешок, Сунь Эрго взвесил его в руке. Он был тяжелый, как будто там находилось около 200 лянов серебра внутри. Выражение радости появилось на лице. Он понял, что если он может работать для такого богатого и властного человека, все не так уж плохо. «Молодой господин, пожалуйста, оставьте это мне. Я справлюсь с этим, не создавая никаких проблем для вас». Он засмеялся и с гордостью похлопал себя по груди. «Хорошо, я ухожу, чтобы найти гостиницу. Завтра утром ты придешь за мной. Поскольку ты сам утверждаешь, что все здесь знаешь, ты в состоянии выяснить, в какой гостинице я остановлюсь», снова приказал Хань Ли, без следа вежливости в голосе. «Да. Да. Завтра утром я буду там, как приказывает молодой хозяин». В этот момент Сунь Эрго мог быть охарактеризован только как жаждущий стать холопом Хань Ли. Хань Ли улыбнулся, он указал на кривую душу, который взял в руки багаж и покинул переулок. Пройдя расстояние, Хань Ли обернулся и взглянул на Сунь Эрго, только чтобы обнаружить его послушно стоящего на том же месте. Сунь Эрго использовал взгляд, чтобы почтительно послать Хань Ли прочь, выказывая страх и преданность. Интересно. Хань Ли вдруг почувствовал, что этот человек был очень интересным и умным. Возможно, он действительно мог найти ему хорошее применение в щекотливой ситуации. Глава 104. Информация. Банда, которую я основал, ужасающая ассоциация «Драконий поток», обладает 64 тысячами рядовыми членами банды. Основные члены банды насчитывают более 7 тысяч человек. Она также является одной из 3 великих правителей провинции Лан. Ее главное отделение находится в городе Цзяюань, а боковые ветви. На протяжении всей моей жизни я женился 5 раз и стал свидетелем рождения 2 дочерей. Мои ученики. Первая жена Джин, она была кроткого нрава. Она была единственной дочерью руководителя компании «Золотой лев» Цзиньцаня. Она ушла, оставив дома дочь Мо Ючжу. Вторая жена Ли была образованной и хорошо сложенной. Она была дочерью какого-то богатого хозяйства.
К сожалению, у нее не было детей. Третья жена Лю имела смелый нрав, но она была достаточно амбициозна. Она является младшей сестрой Цуйлин города Господа и лидера секты Ветер Лю Фэна. Она не рожала детей. Ей уделяли много внимания. Четвертая жена Ян, моя младшая двоюродная сестра со стороны матери. Она обладает спокойным нравом, преуспевает в замыслах и очень изобретательна. Она воспитала одну дочь, Мо Цэхуан. Прежде чем я ушел, она оказывала большое влияние на ужасающую ассоциацию Драконьего потока. Вы можете доверять ей. Пятая жена Ван, Тихоня. Она была влюблена в меня и раньше была личной горничной первой жены Цзиня. Она терпеть не могла детей, и она тайно поглощала скрытые силы. Вы можете доверять ей безоговорочно. Приемная дочь Мо Фенг Ву, дочь моего доверенного лица и подчиненного. После того, как ее родители умерли, я получил ее в качестве приемной дочери. Когда я ушел, ей только исполнилось 7, и она была на редкость интеллигентной. Янь Гэ – старший ученик. Без выдающихся способностей. Я уже перешел на методы культивации серебряных демонических рук. Прежде чем я ушел, ему было 12 лет. Его темперамент средний. Чжао Кунь – второй ученик. Я уже передал ему искусство спящего дракона. В день моего отъезда ему было 10 лет. Его темперамент холодный. Ма Кунтянь – мой названный братишка. Он выступает в качестве протектора для ужасающей ассоциации Драконьего потока. Его темперамент. Хань Ли держал в руке бумаги, заполненные почерком, завещание доктора Мо. В настоящее время он был в верхней комнате трактира Хуэюань, ходя туда-сюда, находясь в задумчивости. Завещание было написано внимательно. Он не только четко расписал свои владения, что доктор Мо было создал ужасающую ассоциацию Драконьего потока, но также грубо и основательно описал темпераменты его жен. Это заставило сердце Хань Ли медленно дрогнуть. То, что было упомянуто в завещании, было ситуацией 10 лет назад. Нынешнее состояние дел обязательно подверглось абсолютно колоссальным изменениям. Как это должно быть сделано? Он должен связаться с женой доктора Мо или украсть сокровища и скрыться без следа. Эти решения необходимы Хань Ли для полного понимания текущего состояния дел. Таким образом, местный бандит, которого он одолел вчера, Сунь Эрго, был очень полезен ему. Хань Ли мог, вероятно, получить много полезной информации от него. После того, как Хань Ли внимательно прочитал завещание, он убрал его за пазуху. Потом, погрузившись в мысли, он поднял голову, подошел к кровати и сел. Он раздвинул ноги и поднял ладони к небу перед ним на коленях. Затем он закрыл глаза и начал наблюдать состояние своего организма. Нити яда холодного инь внутри его дантянь начали распространяться месяц назад. Изначально это был просто след неопределенной тени, но в настоящее время она сократилась в черную горошину. Кроме того, она постепенно начинает увеличиваться в размерах. По оценкам Хань Ли, у него будет 2 месяца, прежде чем эта отрава инь основательно разгорится. Когда придет время, он боялся, что ему действительно будет трудно избежать смерти. Хань Ли очень волновался, он втайне решил приобрести драгоценный нефрит Ян, как вдруг кто-то постучал в его дверь. «Входите?» — холодно сказал Хань Ли, открыв глаза. Дверь комнаты тихо открылась, и Сунь Эрго вошел с опущенной головой. Как только он увидел, что Хань Ли говорил с величайшей любезностью, он заявил при всем уважении: «Приветствую вас, молодой господин». Сунь Эрго пришел, чтобы услышать приказ молодого хозяина. «Неплохо, ты нашел меня довольно быстро. Ты действительно имеешь какой-то навык», — Хань Ли сказал в удовлетворении. Затем он встал с кровати, сложив руки за спиной, он подошел к Сунь Эрго. «Я признателен за похвалу молодого хозяина. Если бы я не мог выполнить такой небольшой, тривиальной задачи, то по какой причине молодой мастер жалел бы мою скромную жизнь?» Счастливое лицо Сунь Эрго выражало большую преданность. Когда Сунь Эрго вернулся в тот день, он думал об информировании начальства, а Хань Ли хотел заставить экспертов отомстить. Но когда он думал о таблетке гнилое сердце, которую он употребил, его храбрость полностью исчезла. После ночи глубоких размышлений он не мог придумать никаких других вариантов, и не оставалось ничего другого, но послушно платить Хань Ли службой.
Он желал лишь, что, когда он предоставит помощь в будущем, ему дадут противоядие от этой пугающей таблетки гнилое сердце. Сначала назови твой статус. С твоего появления в тот день мне казалось, что ты мелкий начальник, равнодушно сказал Хань Ли. Я являюсь смотрителем пристани в западном районе города банды 4-го уровня. У меня около 450 подчиненных, и я могу считаться главарем малой банды, Сунь Эрго почтительно ответил. Банда 4-го уровня. Тупо переспросил Хань Ли. Это верно. Банда 4-го уровня является одной из 33 небольших банд в западной части города Цзяюань. Она насчитывает около 1000 членов банды, но большинство из них кули пристаней. Глава банды – обезьяна Шэнь Чжуншань. Он имеет 3 больших протектора подчиненных. Сунь Эрго незаметно сразу же дал полную информацию. Хотя он раскрыл информацию о своей банде, его лицо не выразило ни малейшего стыда. Этот большой темнокожий человек, о котором я позаботился вчера, он был также частью банды 4-го уровня. Он не был. Этого человека называли «Черный медведь», и он был лидером банды группа «Железный кулак», еще одной из 33 банд. Мы не были в хороших отношениях друг с другом, Сунь Эрго ответил льстивой улыбкой. Даже если это только западная часть города, там уже так много мелких банд. Таким образом, во всем городе Цзяюань общее количество должно быть достаточно большим, верно? С руками за спиной, Хань Ли, не торопясь, вернулся к стойке кровати. Конечно. Во всем городе Цзяюань есть более 40 мелких банд с 1000 человек или меньше. Есть 7-8 средних банд от 3 до 4000 членов. Что касаемо крупных банд, есть более 10 тысяч членов, но их только 3, Сунь Эрго стоял, отвечая с абсолютной честностью. Расскажи мне о состоянии дел в крупных и средних бандах. Тебе не нужно говорить мне о мелких бандах. Хань Ли подняла рукава и сел на кровать. После спокойный Сунь Эрго заговорил. Глава 105. Шокирующие новости. 3 крупнейшие банды в городе Цзяюань – это Союз братьев, ужасающая ассоциация Драконьего потока, секта Небесного Тирана. Банды поменьше – Ассоциация Железного Копья, Братство Меча, Банда в Лазурном Одеянии, Дом Весеннего Дождя, Секта Золотого Меча, Банда Темной Реки, Алмазная Секта, Банда Заходящего Солнца и другие секты. Сунь Эрго произнес все эти банды на одном дыхании. Тяжело дыша, он продолжил, самая сильная из 3 крупных фракций – секта Небесного Тирана. В союзе с сектой Золотого Меча и бандой в Лазурном Одеянии они занимаются восточной частью городского округа, который является самым благополучным округом. Союз братьев, который чуть-чуть слабее, в союзе с Ассоциацией Железного Копья, бандой Темной Реки и Братством Меча, занимает Северный городской округ. Самая слабая, ужасающая ассоциация Драконьего потока занимает южный район города, вместе с Домом Весеннего Дождя, Алмазной сектой и бандой Заходящего Солнца. И, наконец, хаотический западный район города поделен между множеством мелких банд. Хотя эти мелкие банды постоянно участвуют в борьбе за власть, и если большая власть захочет захватить западный внутригородский округ, то мелкие банды прекратят боевые действия и будут противостоять внешним злоумышленникам. Таким образом, весь город Цзяюань можно рассматривать с 4 сторон противостояния. Слова лились потоком из уст Сунь Эрго, никогда не заканчиваясь. Даже не останавливаясь, чтобы подумать, он объяснил общее положение дел всех сил внутри города. После того, как Хань Ли услышал объяснение, он побормотал про себя мгновение, прежде чем задумчиво спросил: «Я слышал, как люди говорят, что ужасающая ассоциация Драконьего потока была одним из 3 повелителей в провинции Лан, и что город Цзяюань был местом, где она первоначально разместила свою штаб-квартиру. Как же она стала самой слабой из 3 крупных банд города? Молодой господин, то, что вы сказали, это старая история. Много лет назад ужасающая ассоциация Драконьего потока была поистине жестокой, и ее мощь охватывала почти всю провинцию. Как сверхдержава в это время ужасающая ассоциация Драконьего потока обладала штаб-квартирой в городе Цзяюань. Изначально она была нетерпима к другим бандам, и в результате ужасающая ассоциация Драконьего потока контролировала весь город. Тогда другие банды даже не смели проявить свои притязания под угрозой ужасающей ассоциации Драконьего потока.
Однако, по неизвестной причине, ужасающая ассоциация Драконьего потока внезапно потеряла власть. Она не только потеряла часть своих территорий, но и значительно ослабла. Таким образом, банды всех размеров воспользовались этой возможностью и вышли из укрытия. После нескольких кровопролитных боев ситуация стала такой, как сегодня. Сун Эрго объяснил это, оставаясь предельно вежливым. «Ты знаешь, почему ужасающая ассоциация Драконьего потока вдруг ослабла?» Хань Ли медленно спросил Сун Эрго, наморщив брови. «Это, честно говоря, мой статус скромного человека не очень высок. Я действительно многого не знаю об этом, а те немногие вещи, которые я знаю, рассказывали мне другие люди». Казалось, что ужасающая ассоциация Драконьего потока переживает внутренний конфликт, который привел к гражданской войне. Ее потеря власти также может быть связана с другими крупными державами, которые подавляли ее. Немного стыдясь за себя за то, что он не знал достаточной информации, Сун Эрго дал Хань Ли уклончивый ответ. «Ах так?» Хань Ли слегка улыбнулся. Казалось, он догадывался об этом ранее. «Кто сейчас руководит ужасающей ассоциацией Драконьего потока?» «Ты должен, по крайней мере, знать это», — спросил Хань Ли. «Я знаю, кто». Лицо, ответственное за ужасающую ассоциацию Драконьего потока, госпожа Яна, вдова бывшего лидера ужасающей ассоциации Драконьего потока, Мо Юрин, поспешно ответил Сун Эрго. «Вдова». Хань Ли был поражен. «Это верно. Основатель ужасающей ассоциации Драконьего потока, магистр Мо, умер. Его жена не стала вдовой». Сун Эрго мигнул и стал немного неуверенным. Он не знал, что он сказал не так. Кто сказал, что мастер ассоциации Мо умер? Лицо Хань Ли побледнело. Весь город знает об этом. Год назад, в прошлом, ученик Мо Юрена прямо сказал, что он получил в управление ужасающую ассоциацию Драконьего потока. Вместе с этим он объявил о смерти учителя Мо. Последний ученик. «Как его зовут?» — спокойно спросил Хань Ли, поднимая бровь. «Это Ву Цзиньмин, ему 20 лет, у него красивое лицо. Ходят слухи, что он уже унаследовал учение Мо Юрена, и его уровень единоборств несравнимо высокий», — Сун Эрго осторожно сказал Хань Ли. В этот момент он уже что-то понял. Он был уверен, что этот человек был каким-то образом связан с ужасающей ассоциацией Драконьего потока и, казалось, особо не обращал внимания к тому, что это был молодой господин Ву. Кроме того, Сун Эрго казалось, как будто он хотел что-то сказать, но не решался. «Если есть что сказать, то говори откровенно. Не томи. Если эта информация достоверна, я дарую тебе большие награды. Я слышал, люди говорят, что этот молодой господин Ву с дочерью мастера Мо, Мо Южу. Я также слышал, что они скоро поженятся». Услышав, что за это будет компенсация, Сун Эрго свободно сказал правду, с улыбкой на лице. «Брак». Хань Ли хмыкнул и вдруг встал. Он ходил туда-сюда по номеру. Затем он поднял глаза к потолку и остановился. Он, казалось, думал о чем-то. «Рад слышать это. Твоя миссия довольно проста. С сегодняшнего дня ты будешь тайно собирать информацию для меня о Мо. Что касается молодого мастера Ву, чем больше деталей о нем, тем лучше. Возьми серебро. Если это дело пойдет хорошо, будет еще больше наград. Иди разберись». Хань Ли небрежно бросил Сун Эрго мешок серебра. «Я буду следовать вашим приказам. Уважаемый молодой господин, пожалуйста, будьте в своей тарелке, ибо я справлюсь с этим вопросом. Этот скромный человек больше не будет беспокоить вас». Сун Эрго, зажав серебро в руках, вышел, сияя от радости. Перед уходом он даже вежливо закрыл дверь. Этот уважаемый молодой господин воистину щедр со своими деньгами. Все, что он хочет, чтобы я сделал, это тривиальная задача сбора информации. Кажется, что выбор следовать за этим человеком в тот день был по-настоящему правильный выбор. Сун Эрго взволнованно думал. В тот момент мысли о таблетке «Гнилое сердце» были отброшены. Увидев счастливое лицо Сун Эрго, когда он выходил, Хань Ли тихо вздохнул. Он вдруг почувствовал себя немного опечаленным. Он был здесь всего 2 дня и уже отдал столько серебра. Это заставило его почувствовать себя расточительным. Это не имеет значения. Это серебро можно считать серебром со счета доктора Мо, Хань Ли подумал,
пытаясь найти радость в печали. Тем не менее, этот молодой мастер Ву Цзиньмин по-настоящему умный человек и на самом деле пытается быть первым, чтобы использовать свою собственную идентичность, чтобы проникнуть в особняк Мо, приобретя власть и богатство одновременно. Его мужество, безусловно, достойно восхищения. Хань Ли погладил нос с холодной улыбкой. Похоже, что визит в жилище Мо неизбежен. В противном случае драгоценный нефрит Ян не будет включен в приданое, а вместо этого будет лежать в руке этого человека. Хань Ли подумал опечаленно.